Друзья, конечно, я куда-то уехал, но не безвозвратно. Отпуск всем не повредит, всем важен, всем нужен. Поэтому мы в Крыму, и это будет серия видео между морем и горами, Мрык. Собственно, начнем мы с прогулки по самому лучшему поселку южного берега Крыма. Это Гурзуф. Аюдак. И все. Пойдем сходим в старый Гурзуф. Походим по, так скажем, итальянским улочкам Ялты, ялтинского Гурзуфа, потому что Гурзуф это у нас вроде как бы самостоятельный поселок, но так же, как и у нас Сестрорецк, как Стрельня, это все пригороды Ялты, большой Ялты. Собственно, в путь. Саму прогулку по Гурзуфу мы начнем не, как странно, не с самого Гурзуфа, а с южного шоссе. Остановка одноименная названию кафе «Приятное свидание». И по Гурзуфскому шоссе будем спускаться вниз. Сам спуск такой затяжной и козьими тропами я снимать не буду. Погуляем уже по самому Гурзуфу. Но вот сейчас одна из красивейших точек и смотровая площадка на нашем пути. Это вот тоже одним из таким визитным видом Гурзуфа. Это вот справа мы видим Адалары и сама гора Аюдак. Медведь-гора. Насколько я понимаю, как раз нижняя часть вот здесь это сам старый Гурзуф. Ну а там выше новый Гурзуф и Артек. Артек, говорят, очень сильно разросся, расстроился. И туда пройти невозможно. Там все пограничники охраняют. Не знаю, насколько это правда, но так говорят. Но мы сегодня будем гулять по тихим улочкам старого Гурзуфа. Спускаемся дальше. На следующей смотровой площадке включимся. Ну и хочется отметить именно вот эти все серпантины, по которым я сейчас спускаюсь. Вот у меня там за спиной уже один из поворотов. Красивейшие виды, соглашусь. Прекраснейшие кипарисы вдоль высажены. Все классно. Но пешеходов здесь не любят. Тротуаров я практически не вижу. Да, в старом Гурзуфе будут такие улочки прям пешеходные. Но то, что вот сейчас я иду, я почему и не снимаю, потому что это однообразные повороты, очень крутые серпантины. Собственно. Спущусь к морю и начнем гулять. Вот, еще одно мини-включение от спуска. А нам надо оказаться почти у моря. А еще тут изгибов и поворотов. Ой, мама, сколько. Так и живем. Такова жизнь и никакова больше. Ну вот мы уже подобрались к жилой части. Не отдельные какие-то коттеджи, которые на горах там настроены, а уже вот начинаются улочки. В Гурзуфе есть Пушкинский парк, или там Гурзуф парк. И на его территории есть два санатория. Санаторий Пушкина и санаторий, как ни странно, Гурзуф. При управлении делами президента. В сам парк зайти могут только или жители санатория, отдыхающие санатория,
Или же за денежку можно туда сходить. 2 раза в день пускают на экскурсии. Вот, надеюсь, еще пару поворотов. Сейчас мы тут машинку пропустим. Едет. И двинемся дальше. Вот у нас тут на пути, оказывается, первая лесенка. До этого мы все шли по дороге, по этому серпантину. Ну вот, чудо-заборы. И тут уже до моря прям чуть-чуть. Ну и тут как в теремке нагромождение. И история, я его слепила из того, что было. Конечно. О, тут кафешечки. Отдыхающие. Ну и вот мы на набережной, слава богу. Слава богу. Друзья, я немножко тут и подзапарился. И идти. Насколько я понимаю, набережная называется Пушкинской, что она идет между парком и морем. Ну а вот здесь ориентир кафе «Дубай», чебуреки, янтыки, дядя Винопей. Мы начнем прогулку по Гурзуфу, но прогулку, наверное, сначала по Гурзуфу курортному, с набережной. В ту сторону у нас дикий пляж. В левую сторону, если мы смотрим на море, уходят у нас уже пляжи санаторские, как бы карты их здесь называют. Это одна карта, это между волнорезами. Собственно, я к дикому пляжу не пойду, сразу бегло пройдемся по курортным этим всем картам. Здесь будет и пляж, который относится к санаторию Пушкина, и Гурзуф, видимо, с ними. И у нас по левую руку будет парк. Парк закрытый. Там, ну, поближе к входу подойдем, к кассе. Я вам покажу стоимость и время, когда можно в этот парк попасть, не будучи санаторским. Здесь вы видите уже пляжи галечные с лежаками. Одна из особенностей пляжей в Гурзуфе — это розовая галька. Например, чуть дальше туда галька уже серая преимущественно. Вот, а здесь в Гурзуфе она розоватая. Вот. Вход. Сейчас только что приложили браслет, открылась дверь, и только так можно попасть на пляж. Хотя я там где-то видел дальше просто так дверь открыта, люди ходят. Ну, вроде как бы охранники сидят, лежаков. Наверное, узнают в лицо уже постоялых. Вот. На набережной очень много мороженого, всяких круги, шмуги надувные. Вот. Пиво разливное, рыбка к пиву продается черноморская, всяческих вот этих копчений и вялений. Вот. Уже позади меня, вот по левую руку от меня, как раз этот парк. Парк 19 века. И как раз экскурсии, которые по нему водят, они посвящены именно основанию парка. Парк основан чуть ли не там в 1808 году. Собственно, этому все и посвящено. Чуть-чуть какого-то дендрария там затрагивают на экскурсии, но в основном это все-таки история парка. Вот. Вот такие вот ребята со своей музычкой ходят. Давайте я вам немножко тоже покажу вид. Конечно, справа нам сейчас вот эти мешают, ой, козырьки на пляже.
Но вот здесь нас, если сейчас сильно быстро сразу не выгонят, мы тут посмотрим, какой вид открывается на Аюдак. Ну и сразу вам покажу здесь вот эта маленькая скалинка. Это как раз музей дача Чехова. А за ним уже более большая с белым строением, это скала Гурзуфская. А совсем за ним это у нас уже Аюдаг. Вот. К скале Гурзуфской не подойти, это уже Артек. К Артеку мы тоже сегодня подойдем к одному из КПП. Я пройдусь там. А в той маленькой скале, где дача Чехова, его укромное убежище, потому что основная эта дача у него была в Ялте, вот эта белая дача так называемая. Вот. А здесь его было укромное, потому что Чехов был достаточно гостеприимным товарищем, отказывать не мог, ему в Ялте все мешали. И вот он за 3000 рублей у татарина купил вот этот кусочек земельки. Так получилось, что собственной бухтой. Вот, в бухту никак не попасть, только лишь вот где-нибудь здесь на прокат взять САП, и на САПе можно подплыть. А это как раз вот мы видим переход из санатория сразу в свою санаторскую карту. Видите, там уже тетеньки сидят. Ну и вот эти все дальше по правую руку сейчас, то, что мы будем идти, это все карты этого санатория. Собственно, оп, давайте-ка здесь привернем, я вам покажу одни из ворот в парке, так называемые 33 богатыря, санаторий Пушкино. Вот, одно из КПП, вход по пропускам и санаторным книжкам. Вот. Но вход на экскурсии не здесь, он чуть-чуть подальше. Вот, как вы видите, я сейчас уже вышел немножко чуть дальше от моря на дорожку, но она тоже, скажем так, пешеходная, как я понимаю. Машины здесь не ездят, и в большей части весь старый Гурзуф настолько узок, улочки, что на машинах там передвигаться, во-первых, сложно, а во-вторых, невозможно запарковать. Поэтому, почему я именно там и начал? Да все потому, что там еще есть вариант машину припарковать. То есть, если вы будете на машине, вдруг вам так повезет, то оставляйте машину там и начинайте прогулку, вот как мы с вами сейчас идем. Вдоль моря с шикарным видом на гору Аюдак к старому Гурзуфу. Так, здесь я давайте вернусь к набережной. Здесь будет такая примечательная сосна, одной из своих ветвей, буквально 1,5 метра от земли, можно разбить лоб, если не уклониться. Ну и такая вот смотровая площадочка. Опять с шикарнейшими видами на бухту. В Гурзуфе хорошо развита эта вся туристическая история. Можно как САПы брать, так и катамараны, вот я вижу, там есть. Можно покататься там на лодочке, начиная от 5 человек, там такие небольшие есть. И из Гурзуфа можно от причала уйти в Ялту за 700 рублей на сегодня. А напомню, у нас август 24-го. Поэтому здесь куда потратить денежков вы всегда найдете. Ну и развлечь себя, детей, все для этого есть. Сейчас вам опять эти шикарные сосны крымские. Куча шишек, длиннющие иголки. Классненько. Еще один из моментов, который я заметил, здесь в Крыму сейчас время инжиров. Они уже прям настолько спелые, что валятся сами. И я вам покажу как раз места, деревья, где он растет. Вот, в принципе, в какой-то доступности. Вот.
Вот здесь просто на пляж можно выйти, видимо, это общественный пляж. Ну и там уже виднеется пирс, куда причаливает двухпалубный корабль. Вот, как вы заметили, тоже масса кафешек. И, кстати, про парк. Я уж чуть ли не пробежал его. Вот как раз сам основной вход в парк. Слева кассы. Сейчас в 19:00 будет вечерняя экскурсия с бонусом в виде саксофона. Ну и вот здесь вот вход в чудо-парк. И еще даже украинская надпись осталась, что это у нас памятник садово-парковой архитектуры. Гурзуфский парк, 1808 рок. Так что будете в Гурзуфе, заходите. Ну и по-хорошему будем завидовать тем, кто какими-то судьбами, правдами и неправдами окажется в санатории Гурзуф или Пушкино. Напомню, это, по крайней мере, санаторий Гурзуф, это при управлении президента. Санаторий. Ну и Пушкина тоже недалеко ушел. Так вот, про инжир. Здесь я вот поспрашал. Местный инжир продают примерно 250 рублей за килограмм. Инжир не такой, как у нас в магазинах, помельче, но такой сладкий, что я не могу. А я вам честно скажу, здесь их я увидел два сорта. Фиолетовый, к которому мы все привыкли, и желтенький. Я так понимаю, его еще называют медовый. Собственно, вот здесь на набережной его продают по 250 рублей. Но если вы вместе со мной сейчас уйдем немножко поглубже, поднимемся по городу, на гору туда, мы там можем найти и инжир по 100 рублей за килограмм. Ну вот здесь бабушка, а здесь по 150. Вот бабушка говорит килограмм. Ну, опять же, вот вечер, цены падают. Днем там по 200-250 было. Я, признаюсь честно, я купил килограмм желтенького и килограмм фиолетового по 100 рублей. Собственно, и он настолько... Ну, это ладно, я купил. А до этого я тут сползал на инжирное дерево и немножко на тест себе набрал там спиток инжира, вот этого желтого, и отведывал. Понравилось, и вот решил купить. Итак, смотрите, мы уже подошли к самому Гурзуфу, к самому жилой его части, и нас сразу же здесь встречает музей Коровина, и звучит Шаляпин. Опять же, я сильно чего-то рассказывать не буду, ибо человек необученный, я лишь турист, гуляющий вместе с вами, или вы со мной. И известно лишь мне, известно лишь то, что очень много известных людей здесь в Гурзуфе отдыхали. И Пушкин, и Шаляпин, и Коровин. Вот у нас как раз это улица Чехова, там у нас дача Чехова. Но мы немножко туда попозже зайдем, пока выйдем на улицу Ленинградскую. Да, друзья, как символично мы из Ленинграда идем на Ленинградскую улицу. Санкт-Петербург нас не отпускает даже в Гурзуфе. Вот, идем на Ленинградскую улочку. Она в этой части Гурзуфа пешеходная, поэтому будет нам счастье. И я думаю, мы как раз сделаем кружочек. Пойдем сейчас по правую руку и оттуда вернемся. Я вас проведу. Попробуем рассмотреть колорит Крыма, Гурзуфа даже. Гурзуф называют такой крымской Италией. И
улочки Ялты просто нервно курят в сторонке по сравнению с улочками в Гурзуфе. Именно по степени их узости и петлявости, так я вам скажу. Вот опять же, над нами дерево инжира. Плодов почему-то на нем не вижу. Может, это мальчик? Ну ладно, ерунду говорю. Очень много вот таких отвороток. Можно сказать, что весь Гурзуф это пешеходный. Вот у нас пошел козья тропа. Буду их так сегодня называть, козьи тропы. Отшлифованные до блеска ступени лестниц. Немногочисленные овощи, фрукты, магазины. Опять же, еще одна улочка наверх. Возможно, это тупиковая какая-нибудь. Но мы сейчас свернем здесь. Вернемся вот на улицу Чехова. Да, как ни странно, очень много всяческих объявлений. Сдам жилье, т.д. и т.п. Я вам еще покажу эти ужасы. То есть вот мы видим, как низко у нас море. То есть, если вы будете жить в Гурзуфе, то надо к морю будет ходить. Именно ходить. И вы пока... Вот, кстати, бухта. Вот, ну, это с одной стороны. А у Антона Павловича Чехова бухта была, домик выходил на левую сторону. Вот. И там на стене написано «Дача Чехова». Вот. И вот все тут люди берут эти сапы, лодочки, катамараны. И в эту бухту заплывают с воды. Опять же, вот лестничка, кактусы. Настолько это все колоритно и чудесно, что, может быть, я даже ничего вам не говорил бы. Виноград растет у людей. Я, может быть, если не запутаюсь и... инжир над нами. Вот, смотрите, характерные следы. У нас мокрые отпечатки чьих-то ног и лепешки на асфальте. Это означает, что над нами инжир. И здесь как раз у нас инжир медовый, желтый. Собственно, он уже настолько спелый и переспелый, что он просто падает, и прохожие его безжалостно втаптывают в асфальт. Ну и преимущественно я здесь вижу как раз вот желтый инжир. Здесь произрастает в Гурзуфе. Фиолетового я, по-моему, даже на деревьях-то и не видел. Хотя местные продают. Я фиолетового тоже купил, как сказал. Так, дойдем до, скорее всего, на дачу Чехова по картинам. Говорят нам вывески. Ну давайте... Забыл сказать. Гурзуф это город котиков. Все зеленоградцы, наверное, сейчас, Калининградская область, город Зеленоград или Светлогорск. Кто из вас город котиков? То Гурзуф это тоже город котиков, и даже здесь поставлен такой памятничек один. Я знаю, что на берегу Балтики есть и побольше, но котов здесь, правда. По пути мне уже много встретилось, но я их никоим образом не беспокоил. Вот. Ну и увидел вот как раз этот памятничек и вспомнил, что Гурзуф это город, поселок городского типа, округ Ялты, Большой Ялты. Это оно. Ну и вот по такой тропе здоровья, по такому практически Теренкуру идем к музею Антона Павловича Чехова, к его даче, которую, как я сказал, я не сказал, он купил у татарина за 3000 рублей. Здесь писались, как говорят, три сестры. Ага, вот, музей Чехова, здравствуйте, и все, проход в бухту. И лесенка наверх, и, конечно же, котик. Так, ну, наверное, все калитки заперты.
Хотя работают до 6, а время без 10. Собственно, вот и все. Попробуем пойти сюда. Возможно, мы куда-нибудь выйдем. Вот здесь я в этой части сам, честно говоря, впервой. Но куда-то кривая дорожка нас выведет. Пальмы растут. Куча лесенок. Как их, балкончиков. Вот как сейчас. Просто сами по себе пальмы в Крыму-то не растут, как в Сочи, да? Но вот, кстати, тут еще инжир. Вот здесь как раз, по-моему, дерево инжира фиолетовые, которые плоды. Да, фиолетовые, а узнал я, потому что здесь вот фиолетовые ляпки были. Так, и вот она у нас, бухта Антон Павлович. А говорили, что в нее никак не попасть. А нет, смотрите, получилось. И оказывается, есть тропинка и лесок, в поле каждый колосок. Вот, собственно, Антон Павлович, молодец такой, достает пачку денег, 3000 рубликов, дает татарину и имеет домик, 3 комнаты, кухня и своя бухта. Удалось мне прямо даже вот тут на эти камешки местные закарабкаться. Не знаю, тут как бы я куда-нибудь тут упаду или нет, но выглядит прелестно, особенно в этом ракурсе, с заходящим за гору солнцем, купающимися человечками, пытающимися тут забраться на эти камешки, ну и кто-то вообще просто где-то там за бухточкой этой отдыхает. Ну вот так. Прекраснейше. Все это дело получается. Да. Нормально? Я думаю, более чем. Собственно, как у нас Антон Павлович говорит. Летом мы в Ялте, зимуем в Феодосии, и жизнь удалась. Вот. Собственно, тут не задерживаемся. Тут, конечно, все прекрасно и без нас. Не влезай, убьет. Бежим обратно. Это классно. Я рад, друзья. Я сильно рад, что удалось показать бухту с земли. Я уж думал сейчас как-нибудь что-нибудь организовывать на САПе. Но там ветер. Ну, такой легонький. И, может быть, не получилось бы. А что, там направо тупик? Нет? Нет. Идем направо. Смотрите, мы тут просто какое-то петлялово. Выход в город. Фух. Не знаю, видно на камере или нет, но с меня уже 7 потов. И вот эта история, когда вы, искупавшись в море, все вот эта вся история, поплавали, охладились, освежились, и вам надо вернуться в свой домик, который вы снимаете. А по пути, вот, котик, мы шли от него, и опять инжир, и опять фиолетовый. Видите, нет? Надеюсь, видите. Надеюсь, хорошо. А тут собирают, конечно, денежку на корм котикам. Что делать? Котиков слишком много. Больше, может быть, чем туристов, но как знать, как знать. Ох, ох. Масса еще и кипарисов. Прям кипарис на кипарисе.
кипарисом погоняет. Так, давайте я, наверное, здесь вот по этой рассказывал про эти лесенки. Вот ее показывал. Здесь и пойдем. Плоды, по-моему, этого кактуса съедобны. Но это не спелые. Спелые они такие бордовые. Там они есть. Я вам покажу, если мы уже не прошли. Да, вот мы выходим на улицу Ленинградскую. Глинтвейн, кофе с собой. Но, слушайте, не в такую жару. Еще котик. Прекраснейшие. Вот у нас в Петербургах эркеры, а здесь идут дальше сразу балкончики, которые выступают над проходной частью, пешеходной частью Гурзуфа. Улица Ленинград. Я запыхался, друзья, я прям по-серьезному запыхался. Бегу, потому что не хочу во времени все это растягивать. Для меня важно, что показать и передать колорит, атмосферу, движ города. Что расскажете? Как вам в Гурзуфе живется? О, шикарно. Шикарно. Мы приехали, угощайся, мы приехали с Дагестана. А, то есть вы туристы? Да, Так что мы вообще Крым или Дагестан? только Крым. Только Крым? Все. Остаюсь. Остаемся, осталось только найти татарку. А, ну тут все заняты, я думаю. Да. Тут своих хватает татар. Все. Из невест остались, а мы уже неделю все ищем. Ну так вот, что и вот поэтому и... Так что ничего, найдем. Тут там уже с детского сада уже все заняты. Не, все равно. Мы же как положено, засвататься, все. Ну, со своим не ездят, как обычно. Очень шикарно. Очень шикарно, Ой. очень красиво. Природа, воздух, Природа, погода. И море, везде побывали уже. 3-4 дня уже мы здесь отдыхаем. Шикарно все. Ох, ну ладно. Хорошего вам отдыха. На сегодняшнее время мы живем в Пятигорске, в городе Пятигорске. Ага. Так что добро пожаловать, будем рады тоже. Ну, в Пятигорск привет. Город Пятигорск, приезжайте, кафе «Замзам». А я сам из Санкт-Петербурга. Так что приезжай в Санкт-Петербург, кафе «Замзам». Из Петербурга в Пятигорск привет. Да, И кафе «Замзам». Прямо приезжаешь, симметрично. Я хозяин, так что мы встретим как положено. Замзам не путать с Арам Замзам. Все. Нет, с Рамзаном не надо путать. Все, ладно, счастливо. Давай. Вот такие позитивные люди в Гурзуфе из Пятигорска. Опять инжир, вот этот желтенький, какие они здесь крупные. Ох, сладкие, медовые, невероятные. Собственно, какое-то такое в стиле не знаю чего, домик. Но Гурзуф ругают за его разрозненность. Здесь нет единого какого-то архитектурного плана, нет стиля единого. Потому что город застраивался в разное время разными людьми. Я его слепила из того, что было, как говорится. Ну а что? Как есть. Вот, смотрите, тут мы уже заканчиваем, скажем так, ту часть Ленинградской улицы, которая пешеходная. И у нас здесь сразу что? Правильно, смотрите. Начинается Артек. Вот мы прошли КПП, там лавочка была. КПП. И вот здесь ворота. Храм, кстати, про него тоже можно что-нибудь сказать. Ну, скажу лишь только то, что свеженький, освящен в 2006 году. Ну и вот все. Ленинградская улица, и по правую руку у нас Артек. Здесь ворота, заезжают автобусы с детишками, разгружаются, т.д. и т.п. Территория громаднейшая. Артек разросся за это время. Хочу что вам показать. Все мы знаем вот эти наши питерские проходные дворы, а я вам здесь покажу тоже замечательный дворик. Вот забегаем в одну из открытых дверей, и прекраснейший, чудо-колоритный дворик.
со своей детской площадочкой, лавочками, беседочкой, цветником. По периметру у нас заборы. Собственно, тут какой-то типовой, не типовой домик, но многоквартирный. Скорее всего, все уже попилено. В каждой квартирке сделан отдельный выход на улицу. Там еще и лестничная площадка у них коридорного типа. Все вот прям, я не знаю, как вам это описать. Но все по-свойски, по-домашнему. У каждого свой столик на улице со скатеркой. Просто... И все под буквами Артек. Извините, пожалуйста, а вы кто? Турист. Я понимаю, но разрешения на съемку мы не давали. Собственно, продолжаем. Здесь мы на улочке чуть-чуть возвращаемся и идем уже пешеходными маршрутами. Пешеходными тропами, козьими тропами, как, не знаю, их еще обозвать. Вот. Ну и вот вы сейчас сами насладитесь чудесами маневрирования и мастерством парковки транспортных средств. О, тут какой-то прикольная терраска такой, что ли, балкончик как будто бы с прекраснейшим видом. Не удивлюсь, что если здесь тоже проход, да, какой-то из улочек. Ну и проходя, мы можем наблюдать сей замечательный вид. Прекрасно, прекрасно. Тут же и какие-то дикие винограды растут. Дальше вам покажу, увидел там шикарнейшие грозди. Наверное, какой-нибудь Изабеллы. Вот этого черного винограда. Так, развилочка направо, налево. И это мы сейчас, друзья, с вами все время будем идти вверх. Вверх, вверх, вверх. Я просто там шел по плоскости вдоль набережной, уже немножко взмок. И то, это я вот дождался немножко вечера. Солнце заходит за гору. Ох. Дерево гранатовое. С настоящими гранатами. Растет у кого-то во дворе. Прекраснейше. Прекраснейше. Да, везде еще кондиционеры. Тут без них, наверное, не выжить в принципе. Так, опять у нас или вниз, или вверх. Конечно, вверх. Так, не знаю, наверное, это что-то натуральное алоэ, скорее всего. Не такое крупное, как на Средиземноморье, но... А может и не алоэ, может это агавы. Скорее всего, даже агавы. Наверное, куда ведут эти все улочки, опять же, над нами инжиры желтенькие. Все снизу истоптано. Вот у нас в Петербурге яблок, наверное, больше всего, да? Яблоки падают, давят. О, тут в скале прям. Ох. Вот там наверху есть гора. Сейчас я открою. Болгатура. Гора Болгатура.
На ней смотровая площадка, даже две. Вот. Урочище гора Болгатура. Памятник природы гора Болгатура. Ля-ля-ля тополя. Вот, тут за нее совсем дойти чуть-чуть и немножко. Чуть-чуть и еще немножко. Но мы на нее не пойдем, потому что я хочу вас провести, уже сделать круг, вернуться на улицу Ленинградскую, там, где мы начинали, но спуститься чуть-чуть другим маршрутом. Но для этого нам еще надо подняться еще немного. Возможно, в камере не передается вот степень крутизны подъема. Ох. Я видел здесь страдающих людей, которые с чемоданами поднимаются туда наверх, видимо, на остановку, чтобы уехать в Ялту, а из Ялты уже в Симферополь на поезд, потому что нынче в Крым можно попасть только двумя способами. Это или поезд через Крымский мост, или на машине, опять же, через Крымский мост. Поговаривают, что прокладывают еще одну ветку по вновь приобретенным территориям. Ну, как это будет, так это и будет. Фух. Это тяжело. Так, сейчас я, что называется, сверю карты и так постараюсь понять. Так, нам еще надо подняться. О боги. Давайте. Ребят, как будто вы маленькие. Друзья, не каждый осилит вот эти прогулки по старому Гурзуфу. Тут надо помоложе быть и чтобы коленки поздоровее были. Ну, поздоровее не в смысле огромные, а не поломатые. Вот опять инжир. Все в инжирах. Он нас преследует. Здесь каштанов почти нет. Я видел, конечно, несколько деревьев, вот, но почти и не было. Так, опять какой-то тут проулочек. Не знаю, тупиковый он или нет. Но мы поднимемся еще выше. И вот я не знаю, как здесь, а как они здесь разъезжаются, и есть ли какая-то... Вот. Пацаны там машут. Вот. Есть ли здесь какие-то знаки? Я, кстати, не обращал внимания. Именно с направлением одностороннее, не одностороннее, но здесь разъехаться абсолютно невозможно. Вот, и здесь на гору Балугур надо еще чуть-чуть подниматься. И там уже тропинка, кривая тропинка выведет. Но мы отсюда начинаем уже спуск. Фух. Тоже с шикарнейшими видами на виноградники Айданиля. Там вот вдалеке чуть-чуть виднеется санаторий Айданиль. Кстати, наверное, обзор я вам тоже сделаю. Но обзор санатория Айданиля будет на втором канале. Там, где «Откройте Питер» не формат. Ну а мы давайте вот будем спускаться. Сейчас я посмотрю у нас, как это правильная улочка. Улочка Ореховая. А вот первую встречаем панельку пятиэтажную. Посмотрите, здесь и типовое строительство было. Но опять же, это специфичное для Крыма, скорее всего. Но и то вот мы видим, вот эта белая стена, это утепленные панели. Но панель утеплили еще дополнительно. А над нами дерево, похожее своими листьями на клен. Но это не клен. У него плоды чем-то издалека похожи на каштан. Но не каштан. Вот, я вам сейчас покажу. Смотрите. Вот такой
шарик. Вон там еще шарики. Видите? А дерево это называется платан. Опачки. Собственно, сюрприз, как говорится. Дерево платан. Листья клена, плоды почти, ну если их расковыривать, то там вообще не все как у каштана, все как-то по-другому. Соответственно, у ботаников принцип вот этой классификации деления растений, наверное, всех растений от цветов вот до деревьев, идет по плодам и цветам. Так вот можно как-то классифицировать и объединять в группы. Собственно, давайте по Ореховой пройдемся. Первый Собакин, наверное, на нашем пути. Я слышал, только за забором какая-то одна лаяла. Но тут вот Собакин, доги. Все нормально. Свои. Вот. Сейчас вам поднесу поближе. Вот еще зеленый инжир. Ну и тут где-нибудь уже чуть повыше есть желтенькие. Собственно, признаюсь, каюсь, но я именно с этого дерева попробовал вот эти желтые медовые инжиринки и проникся. Вот тут фиолетовый. Давайте вас поднесу. Ой. Вот фиолетовые. Красавцы. Вот, проникся именно с этого дерева медовым и не удержался, взял на пробу. Но почему в наших магазинах фиолетовые? Скорее всего, да все потому, что их проще довести. Они более стойкие к транспортировке. Тут вот местная бабуля сказала, что раньше, когда еще было самолетное сообщение с Крымом, то куда-то на Камчатку целыми ведрами увозили этот инжир крымский. Собственно, я ей верю, почему бы и да. Почему бы, улетая с Крыма, не захватить с собой ведерко этого инжира, вот, фиолетового. А желтый, он очень быстро сминается, он прям мягонький, сладенький, прям, ну, правда, медовый. Ну, это ладно. Тут еще одна какая-то панельная, скорее всего, чудо строительства. Панелька панельная. Флаги нам говорят о том, что это административное здание. Здесь у них и МФЦ есть, все прекрасно, все на месте. И администрация Гурзуфского сельского поселения. Ялтинского вот это округа Ялты. Собственно, прям во дворе кафешки, как мы видим. Кафе-чайка. И опять же котики. Котики. Так, здесь тоже улочка. Даже не знаю, давайте дойдем. Очень там какое-то примечательное здание. Вообще здесь мини-рыночек. Мини-рыночек. Улочка Артековская. Вот. Дыни, арбузы. Да тут чуть ли не знаю, насколько это опять котики. Опять не знаю, насколько это правда, неправда, но тут из серии там 3 вида арбузов, 3 сорта дынь. Опять же, верить, не верить, я не знаю. Что здесь такое? Филиал номер 1 Гурзуфский дом культуры. Знакомьтесь, Гурзуфский дом культуры. Ну, какие-то античные отголоски имеются, скорее всего. Вот. Ну и, друзья, вид имеет, как говорится. Гурзуф прекрасен и на закате, и на восходе.
собственно, памятник Ленина. Ильич наблюдает за всеми. Все под контролем. Все под контролем. Опять же, улочка и лесенки, ведущие вверх, но мы, напоминаю, движемся вниз. Якобы Ялтинский луг. Кому интересно, здесь продают 150 за килограмм, но говорят, все-таки очень много обмана, и купить именно Ялтинский луг, тот самый, это за счастье. Не сколько за счастье, но удача должна быть на вашей стороне. Так, вот видите, здесь уже по знакам, что начинается пешеходная зона. А это значит нам туда. Айс-латте. Вот. Айс-латте — это, конечно, наш выбор сейчас. Продажи квартиры. Кому интересно, сколько стоят квартиры в Гурзуфе? Так, сразу земельный участок, 15 соток, вид на море, ИЖС, поселок Запрудное. Ну, 4200. Продаем свою студию в Питере и гоним в Гурзуф. Так, земельный участок 6,8 соток, вид на море, Краснокаменка 6,8. Ну что, прицеливайтесь, приценивайтесь и все на берег Черного моря, собственно. Туя, туя, туя. До какого так жарко. Это вот, ладно, ладно, себя не жалко, но собаку зачем так мучить? Там она, эта собака, уже язык в 3 раза длиннее сделала, дабы охладиться, но нет. Вот, кстати, один из моментов, который мне здесь нравится, как декорируют стены. Очень прекраснейшая история, да, она все объемная, все это покрашено, все это покрыто каким-то, возможно, лаком. И котик. Как вам? Котик. Не знаю, зачем я этот знак сделал, но, возможно, поставлю на заставку. Видите, тут нигде не запарковаться. Здесь центр закрыт. О, котик в ошейнике. Домашний. Так, очень такие в татарском, наверное, стиле. Напишите, если я ошибаюсь. Крымских татар здесь много, мечетей много в Крыму. Ох, вот мы, друзья, на этом кругу. Мы здесь уже поднимались, выходили как раз с той стороны. Собственно, сделали кружок по старому Гурзуфу. Прошлись его узкими пешеходными улочками. Протопали все ступени этого города. Вечереет, пора на ужин и в море. Вот здесь еще тоже стена. Я сразу не обратил ваше внимание. Вот тут крымская лавка и прекраснейшая стена под этим великолепным финиковым деревом. Ну и тропушка. Друзья, не Петербургом единым. Отдыхать тоже надо. Поэтому эти несколько видео мы в Крыму гуляем между
морем и горами. Мрык нас встретил тепло и горячо. Погода радует. Не знаю, как сейчас в Петербурге. Говорят, дожди. Но спасибо, что со мной. Спасибо, что не отписались. Не отписались. В общем, ладно. Всем пока. Лайки, подписки. Всего доброго.